Доброе утро, страна! Итак, продолжаем наше путешествие и экскурсии по музею Верхней Пышмы. Мы далеко, в принципе, не отошли. Сейчас снимаем Бенц, который чуть позже покажу. Бенц. А сейчас я хочу вам презентовать два автомобиля, визуально их показать, которые во мне вызывают какие-то особые чувства. Первый – вишневый. Хайне Велокс V12. Во-первых, он страшный. Но он страшно прекрасный. Посмотрите, какая у него фигура. Она вычурно недоделанная. Женщина. Во-вторых, в элементе отделки в огромном количестве используется древесина. На крыльях. Кабина. Все древесина. Даже рамка лобового стекла сделана из дерева. И он огромный. Сзади бак неэпических размеров. Какие-то подставки. Я не знаю, для чего это. Деревянные колеса при всем при этом. Этот автомобиль 1921 года выпуска. Значит, выпускал его Густав Гейне. Машина была настолько сложной, что за все время производства выпустили всего лишь 5 штук. Она была оригинальна. Здесь, на минуточку, гидравлические тормоза. Господи, как запах какой! Это связь с водителем. Шикарный диван. Отделанный, я не знаю, что это за ткань, я не тканевед. Лампочки. Стекло, между прочим, опускается с помощью вот этих ремешков. Места более чем достаточно. Спереди место водителя. Лакированная древесина. Бронзовый руль. И тоже потрясающий запах. Стеклоочиститель с ручным приводом. Такая уникальная машина. 5 штук. Щели. Щели, конечно, песенные. Да ладно. Это очень дорогой и красивый, шикарный автомобиль. Еще раз. V12. 6 литров. 115 лошадиных сил. Максимальная скорость 80 км в час. И сейчас еще один покажу. American La France. Тип 12. Машина выпускалась с 11 по 20-е годы. Фишка этого автомобиля в том, что данная машина изначально была пожарной, скорее всего, или какой-то спецтехникой. Люди брали и переделывали их под собственные нужды, потому что это дешево и сердито. За руль не полезу, потому что, честно говоря, мало места для ног. Тоже руль деревянный. Лобовое стекло звучит красиво. Такую же, кстати, историю я встречал на локомобиле, который тоже является, по сути, грузовым автомобилем, переделанным под личные нужды. Для понимания, как я люблю это слово. Двигатель тут чего стоит. Поэтому, собственно, и переделывали его, машину, под частные нужды. Хотя, ладно, поместился. По причине того, что здесь 14-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 100 лошадиных сил. 14 литров. Педали. Педали тут все понятно. Слева сцепление, справа тормоз, а посередине газ. Что касается небольших машинок, здесь тоже есть. Вот, пожалуйста. Peugeot Quadrietta, BMW Dixie, это BMW, и BMW Dixie Sport, что-то там такое голубого цвета. У двух этих автомобилей двигатель 748,5 кубических сантиметров, при этом это 4-цилиндровые двигатели и мощность 15 лошадиных сил. Это просто спортивная версия. Из интересного здесь удешевление по полной программе. Спереди единственная рессора, стоящая поперек автомобиля.
На маленьких машинах это логичная как бы история. Стартер ручной. Причем на этом даже есть некий прототип амортизатора. Peugeot Quadriljetta. Тоже четырехцилиндровый двигатель. Объемом 667 кубических сантиметров. Мощностью 11 лошадиных сил. Трехступенчатое КПП. Освещение. Практически полностью. Хотя нет, вот заднее освещение электрическое. А спереди висят керосиновые фонарики. Это габариты. Габариты керосиновые, а лампы уже электрические. И на них такие вычурные стекла с эмблемой Peugeot. Лев золотой. Эта машина была сделана для того, чтобы, условно говоря, французские товарищи могли немножечко от налогов убежать. Но при этом качество выполнения – это маленький, роскошненький автомобильчик. Посадка в него осуществляется только с одной стороны, справа. Причем пассажир сидит на неком отдалении, так, более сдвинутый назад. Опять же, это вызвано тем, что больше места получается у пассажира, а за водителем остается некое подобие багажничка. Ну, вот уж точно, сюда я не полезу. Хотя дверь открыл и приготовился. А я вас немножко обманул и сознаюсь. Стал рассматривать поподробнее вот эти вот фонарики и понял, что это гибридный фонарик. Понимаете? То есть здесь есть проводочек электрический, который подходит к маленькой лампочке. А спереди есть фитилечек для керосиночки. Не знаю, для чего это сделано. Потому что если... Хотя нет, тут стоит магнит, и если кончится батарея, она не может кончиться, если магниты не кончатся. А если кончится магнит, то машина не поедет. Зачем зажигать тогда керосинки? Не знаю. Ну, может быть, им нравится шарман, когда горит костер, очаг. Все эти огромные амерские машины, кадиллаки, паккарды, они, конечно, прекрасны. Тут спору нет. Это вот то, что я люблю. Грузовая основа, по сути, и красивые, очень дорогие корпуса. Но в целом они при своем разнообразии одинаковые. Жилеточку одел, потому что на улице все-таки холодно, и мы на Урале. А сейчас мы пришли в павильон, который называется «Парадный расчет». Сейчас он работает только 2 дня в неделю, субботу, воскресенье. И сейчас здесь люди готовятся к 9 мая, к параду. Т-35. 26-й. 40-очка. Ну, я вам рассказывал про Т-40, вы же должны помнить. 26-й. Но самые мои любимые танки — это как космические корабли из Атлантиды. Ну, просто прекрасный во всем своем. 28-й. 35-й. Сколько башен, сколько пушек. Двигатель, между прочим, у него 46 литров. Сталинец. С-65. Да, примитивизм во всей своей красоте. Все просто. Когда нет ничего, но оно едет. Да. Когда-нибудь тоже снимем. Сталинец давно ищу, а он здесь есть, и он на ходу. Фордзон. БМ-13-16. Реактивный, артиллерийский. 40-й год. Вот она, американская эстетика. Как-то все так сделано интересно. Все такое заваленное полукруглое. 35-й запускается. Сразу звук такой. Аж мурашки, когда танковые моторы заводятся. Руль. Для управления. Не рычаги, а руль. Тоже удобно. Гусеничный транспортер. Висель. Не знаю, английский язык я не обучался. И гусеницы, обратите внимание, во-первых, широкие, еще и прорезиненные. То есть можно сказать, что это такое болтоходное исполнение. Маленькие, но не колесики.
То есть удельное давление на грунт минимальное. Место механика-водителя. 2 рычага. Ну, немного, конечно, но в целом-то очень хорошо. Смотрите. Переноска на шнуре. Тянете, он выезжает. Убираете, он болтается. И все очень аккуратненько. 3 пассажира. 37А плавающая. Плавающая штука. Тоже вам рассказывал про такой. Жаль, что Кубенко ныне не позволяет снимать продолжение техники. А было время. Добрый день. Было время, когда на танчиках ездили. 26-й двухголовый. Всегда мечтал его поснимать. Вообще много, на самом деле, еще не снятого. Ну, прекрасен же. 2 башни, место мехвода. Картонная коробка, зато очень веселая. БТ-5. Гусенично-колесный танк. Подобное снимал в Беларуси. Тоже приятные воспоминания. Т-38. Так, хочешь сказать, тоже снимал. Ну, это, наверное, моя самая любимая машинка из всех кубинских персонажей. Самая веселая, самая адекватная. И люди были потрясающие, с которыми мы снимали. Кто-то из них по печальным причинам скончался не так давно. Царство им небесное. То есть, как бы старое поколение влюбленных людей в технику, увы, уже немножко ушло. Наверняка есть и новые персонажи, но пока я с ними не знаком. Су-76М. Вот когда-нибудь тоже обязательно вам расскажу. 42-й год. Открытая рубка. Что, оружие? Все настоящее. Сверху должен быть брезентовый тент, который все это закрывает на марше. Из интересного, здесь двигатель располагается спереди. И здесь не один двигатель, а 2 двигателя шестицилиндровых. Я даже прочитаю. Шестицилиндровых, 8 литров, 140 сил. Газовские. Газовские моторы, естественно. Короче, вся эта техника, ну, подавляющее большинство, на ходу. Многие экспонаты вы увидите 9 мая на параде. Это прям парадный расчет. СТЗ-5 НАТИ, созданный на базе трактора СХТЗ НАТИ в 1937 году. Я такие не снимал, но очень хочется. А здесь в музее, если мне память не изменяет, аж 3 штуки. Один сохраненный, вытащенный из какого-то болота. Прям вот в том виде, как он сохранился. Второй стоит где-то там. Насколько этот оригинален, я не знаю. Кабина вызывает некоторые сомнения. В основном он выглядит очень даже приятно. Здесь как бы прям двигатель, тракторный двигатель находится в салоне. Когда это чудо работает, мало того, что это очень громко, потому что это тракторный дизель, водитель сидит справа. Во-вторых, запах солярки. Его ничем не замаскируешь. Дымность, шумность. Оно едет, тарахтит, пыхтит. БА-10, по-моему, было, БА-6. Почему-то как-то вы, благородные доны, не очень любите бронированную технику вообще в целом. Ну, в смысле, имеется в виду броневики. Не знаю, с чем это связано. Ну да ладно, БТ-7. Кстати, на колесах стоит. Если посмотрите, вот здесь траки лежат. Сбоку гусеницы, китраки. Гусеницы целиком примотаны по крыльям. И он двигается на колесном ходу. Устанавливается руль. И получается почти машина. Такая концепция была чудная. То есть мы дубасим по дорогам на колесном ходу, там, где надо, ставим гусеницы и начинаем дубасить на все деньги. Но
концепция не оправдала себя. Опять же, бронирование машины посредственное. И ходовые качества такие себе. Резиновые катки стирались очень быстро. Ну, то есть овчинка выделки не стоила. Ну, вот, наверное, и все на сегодня. Ну, на сегодня, в смысле, здесь. Я еще куда-нибудь обязательно залезу. Обязательно что-нибудь вам сниму. Американцев вам показывать не буду, потому что я как-то очень... как-то не очень люблю американскую технику. Виллисы, джипы 3/4. Вот то, что я вам говорил. Павильон для бурана строят.